Всем привет! Сегодня поедем гулять в центр, так как в Турции праздник. Всем привет! В Турции сегодня национальный праздник, День независимости, но детей. Причем детей не турецких, а всего мира. Посмотрите, какие огромные флаги. Здесь очень любят детей. И этот праздник у них, один из самых главных. Вот даже на Карфуре, смотрите, какой флаг висит. Как я делаю, когда мне лень далеко ходить и пробки в центре? Я оставляю машинку возле крупного магазина. Здесь рядом стоянка такси есть. Но я люблю вызывать, оплачивать карточкой. Сейчас я вызову себе такси, доеду до центральной набережной, и мы с вами там будем гулять. И вот о чем я говорила. Посмотрите вот туда, вот видите? Остановиться здесь негде вообще. Поэтому народом все забито. А я так хочу жрать, что я сейчас пойду сразу в кафе. Вот посмотрите, что такое День защиты детей в Турции. Все на набережной. А я хочу посмотреть, что там по ценам в кафе, которые от муниципалитета. И попробовать там что-нибудь съесть. Я сегодня без обеда. Поездка на такси стоила 250 лир. Но это и то, потому что он долго проезжал, топтался в этом переулке. Думаю, нарочно сюда заехал, чтобы побольше взять. А так 200 лир, собственно. Тут какую-то даже регату устроили. Парусную. Наверное, местные какие-нибудь парусные клубы. Вот так вот. Уже спускают на море. Море сегодня, кстати, спокойное, как специально для отдыха. Уже купаются. Кафе «Трибун». Мест почти нет. Куда сесть, неизвестно. Пирожные сразу при входе. Винишко с пивком. Раба. Не знаю даже. Сейчас попробую чего-нибудь себе заказать. По-моему, мы только посмотрим на это спортивное кафе. Тут ставки принимают. Потому что мест практически вообще нет. Где сесть? И главное, как заказывать все, непонятно. Ни меню, ничего нет. Я не знаю, как что заказывать. Эти гамбургеры здесь я так не умею. Пойду в другое кафе. При таком аншлаге невозможно там сидеть, есть. Хоть открытые окна. Ой, тут и сшибить могут, вот носятся вот с такой скоростью. В центр подальше, там вон шатры какие-то стоят, может там есть закусочные. Туда и пойдем. Вот морожница. Тоже очередь офигенная. Но тут даже присесть вообще негде. Люди сидят вот так вот, кушают мороженое. Ну тут зона как бы пикниковая. Тоже все занято. В общем, в центре здесь просто ничего нет. Вообще нигде, где народу погулять, кроме торговых центров. Единственное место здесь, собственно, единственный парк большой, это набережная. И, конечно же, весь город в праздничный выходной идет сюда. Ну, чем тут можно еще перекусить? Семитиком с айраном. Семитики с айраном развозят. И везде стоят вот такие вот. Чай можно себе заказать, наверное, кофе. Ага, teşekkür ederim. Сказал, что чай, кофе можете тут перекусить, если очень хочется что-нибудь срочно съесть. Конечно, хочется только что-то, чего-то существенного. Смотрите, какое море сегодня прекрасное. Давно я не видела моря без
волн. Тут по последним новостям рассказывают, что именно вот на этой набережной, вот в этом отсеке, вот там вот вдали Мерсин-Марина видно, и вот вдоль всего вот до этого флага будут делать какой-то дубайский пляж, прям вот с широким, то есть вместо камней вот этих вот должны сделать широкую полосу для отдыха. Сделать здесь волнорезы, естественно. А возле детских площадок какие сборища? И все это они хотят сделать за 2 года. Самые массовые посещения. Они прям вот Четко выполняют. Раз защита половины города, всех детей на улицу хотят сделать все на площадку. Огромный пляж. Пляжные зоны несколько. Молодцы. Очень хочется, конечно, до этого дожить. Певцы. Но что-то, это же надо все вообще сносить, убирать. Я не знаю, как они это будут делать. Да, они из этих камней сделают волнорезы тогда. Что тут перекинуть, да? Начать и кончить. Вот еще одна кафешка. Лимон кафе называется. Но это больше чайное. Народу мало, потому что здесь, как я говорю, нет мяса. Здесь одни пирожные, столы у всех пустые, люди просто сидят, пьют. Ну, потому что сколько, если вышли на активность, какие нафиг сладости. Вот здесь вот все сидят своими кучками. Но вокруг кафе. Интересно. Сейчас пойдем вон туда, где палаточки. Море засниму, какое сегодня. Ну, само по себе-то оно прозрачное. Только плавают все равно эти деревяшки, которые с пляжа теперь смывают. А вот так. Люди змеев запускают. А я все еще ищу кафе, которых, как оказывается, здесь не так уж и много. Одна я, наверное, голодная хожу в такие места. Люди сидят на природе. Но все же они молодцы. Смотрите, как красиво к сезону здесь сделали ландшафт. Пока травка зеленая, все такое красивенькое. Летом-то все выгорает. А весной вот видно, стараются. Новые здесь пальмочки, по-моему, высадили. Будут они высокие. Ну, правильно, что пустыри устраивать? Надо тень людям давать в таком жарком городе. Тем временем я уже дошла до района Сая-парк университетской. И продолжаю идти дальше. Куда-нибудь придем. Так, ну вот, не доходя до Марины, еще одно популярное кафе. Панаир называется. Но опять же, мест почти нет. Ну, это к слову, что у турков маленькие доходы. Мест почти нет. Но и не это главное. Главное, вот там очередь опять стоит. Очередь стоит. Господи. Сейчас покажу. Вон он, хвост из кафе на улицу. Но я не настолько голодна, чтобы стоять в такую очередь. Наверное, я сейчас дойду до какой-нибудь... На той стороне сейчас пойдут полоса кафешек разных. Вот туда и можно сходить. Ну, потому что это какой-то беспредел. Негде пожрать. Все есть, но все занято. Какой-то аттракцион с парапланом. Или сюда прилетели откуда-то парапланеристы. Вот людей развлекают. Надул и топчется с ним. Мне кажется, он откуда-то прилетел. Тут парапланеристы стартуют с высокой горы там. Примерно. Видовая такая гора, никак туда не доеду. Оттуда вид на весь Мерсин открывается. И оттуда они планируют где-то
садятся здесь, ближе к набережной. Я не думаю, что прям в этом месте. Не знаю, тут, по-моему, учат просто обращаться с ним. Короче, такие турецкие праздники, как День независимости детей всего мира, это не про пожрать. Ну, кто-то сидит, конечно, за своими столиками пожрать, но организованной какой-то едальни тут нет. А в основном все приходят на активности такие. Ну вот все, футболы, баскетболы, все площадки заняты. Какие-то спортивные развлечения. Там вот был яхты запускали. Здесь вот парапланы запускали. В общем, именно активностями они встречают праздники. А здесь устроили искусственный скейт-парк для маленьких. Ну, смотрите как. Я этого не видела здесь. Весной, зимой. Родители вокруг сидят. Дети при деле. Класс? Класс. И все, и никуда они с этой площадки не денутся, пока родители отдыхают. И все это у моря. С классным воздухом. Ну что же, я прошла 3 километра. Вон там вдали дома с флагом. Вы не видите даже, скорее всего. Вот с таким, как здесь. Видите флаг между домами? Высоко-высоко. Как они туда лезут, не знаю. В общем, дошли до Мерсин-Марины. Еще ничего не ела. Докладываю. Здесь карусели. Конечно же, детей там много тоже. Скорее всего, забито все. Обзорные. Можно сверху немножко снять. Типа американских горок. Маленькая такая. У меня, кстати, вообще такое ощущение, что здесь посносили кафе. Я точно знаю, что здесь где-то был рыбный ресторан. Но его нет. Только места отдыха какие-то остались. Вот там батут. Прыгают детишки. Ой, смотрите, какое красивое дерево. Сейчас я вам покажу. Вот какие яркие цветочки здесь распустились. Все, такие весна пришла. Ну, точнее, лето. Сейчас где-то 22. А на солнце все 24, наверное. И вот они вдоль заборчика высаживают цветущие растения. Яркие такие. Машинами забито все. Даже платная Мерсин-Марина. Господи, не пройти. Вот очередь на въезд даже, когда здесь всегда пусто. То есть выгоднее все равно приезжать на машине, чем на общественном транспорте. Хоть и бензин, конечно, кусается. Хорошо, что я оставила машину, господи. В Марину я не пойду. Там цены заоблачные. И опять же сесть наверняка некуда. Нет, здесь тоже ничего нет. Здесь самая большая детская площадка. Поэтому здесь тоже сосредоточился народ. Что-то ярмарочной площади я не вижу. Придется искать идти. Кафешку в город. Район Мерсин-Марина. Сейчас я прошла 4 километра. Вот так вот. Больше не могу идти. Уже разделась. Рубашку сняла. Сижу рядом с морем. С очередной детской площадкой. Сейчас на карте посмотрю, какое мне кафе найти. Ну вот, да. Вот здесь вот было кафе. На карте оно даже есть, но его убрали. И сделали только место отдыха. В общем, на набережной, если захотите поесть, нет, все. Все убрали, ничего нет. Сами они не делают никакие ярмарки. Только вот на той стороне. И то здесь просто зона такая не кафешная. Дальше надо еще проходить. Я такими темпами до порта дойду.
И там уже точно что-нибудь есть. Так, нашла я вроде кафешку, села тут у моря. По-моему, пора одеваться. Сейчас мы посмотрим, что почем. Ну, по-моему, это кафе муниципальное. Вот дали салфеточку вверх ногами. Ну, знак муниципалитета, значит, здесь муниципальное кафе. Ну да, по ценам похоже. Значит, я заказала себе соте из курицы 275 лир. Картошку 175 лир. И чай 25 лир. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что соте будет не острое. Сижу уже полчаса. Замерзла, ветрище. Принесли только чай пока. Горячий. Сейчас будем согреваться. О боже, мне принесли соте. Я думала, порция маленькая. Ой, оно в горячем. Классно, сейчас согреюсь, хоть а то я замерзла. Булочки принесли. И соте куриные с грибами, перчиком, я надеюсь, не очень острые. Картошки еще нет. Может быть, и не принесут, не знаю. Еще чай надо просить тогда к этому соте. 275 лир. Ой, она прям чугунная, с печки. Класс. Ну что, здесь вот грибочек. Ну, овощи, да. Сладкий перец, помидор вижу. Все это в соусе. Курочка тушеная. По глубине, ну вот тарелка. Это мне, пожалуй, единственная на сегодня будет еда. Как первая, так и единственная. Ура, мне дали накрывашку. Такую, большая. Меня всю закроет, по крайней мере. Сижу, кушаю. Вкусно. Ой, товарищи, ну здесь, конечно, надо заказывать или то, или то. Я здесь надолго, пока солнце не сядет. Смотрите, какая огромная картофельная тарелка. Это прям всех угостить, кто здесь сидит. Картошка обалденная. Не соль. Прям классно пожаренная. Картошка 175 лир, но она огромная. Я, наверное, не съем, с собой попрошу. Но мясо-то я, наверное, съем. Сейчас еще чай попрошу один. Хорошо. И на фоне солнышка садящегося, моря. Очень рекомендую эту кафешку. Я оставлю потом координаты. Не знаю, как вам снять название. Вот. Очень вкусное соте куриное. Весь обед получается 500 лир. Вот это все вместе. Огромная картошка, соте отдельно и 2 чая. 500 лир. Это вообще недорого. В ресторанах, наверное, одно соте лир 700, мне кажется. Ну, в общем, хорошо. Вот здесь сижу на фоне, там вот какое-то здание такое общественное, не знаю, что за здание. Красота. Чё бы и не поесть в таком месте, да? Ну, внутри эта кафешка вот так выглядит. Кофе, чай тут. Мало столов, в основном все на улице мерзнут. Я расплачиваюсь. Так, ну вот финальный чек. Почему-то 655, на 150 больше. Но он произнес что-то там. 655 у меня вышло все это. Но я объелась, и это до завтра. Вот это сзади кафе, вот там вот я сидела. Все, иду на переход. Еду к своей машине. Уже садится и прохладно, ветер очень большой. Все, погуляли. Ну, в общем, вот. Я приехала обратно. Сейчас иду в машину. Ой, машину. В магазин Carrefour. А там куплю еды. Обратно поездка вышла на 200 лир дороже, потому что я прошла почти 5 километров. И поэтому дольше. Вот, моя машинка стоит. Сейчас я закуплюсь и домой. Все, смотрите видео.